В нашем детстве многие монстры жили у нас под кроватями и ожидали свесившуюся во сне руку, чтобы впиться в нее желтыми зубами. Они скрипели по ночам дверцами шкафов, они скребли когтями и блестели глазами из темных углов. Они были причиной бессонницы и нервных вздрагиваний. Но даже они и близко не сравнятся с тем, что населяло воображение одного нищего американца, страдающего от ночных кошмаров. Миры Говарда Филлипса Лавкрафта поистине ужасны и экстравагантны, а то, что их населяет, и вовсе порождает панику и страх. В затхлых подземельях, никогда не видевших солнечного света, живут твари до того отчужденные, что не поклоняются богам и не служат хозяевам, а имеют страсть лишь к мертвой плоти. С этой целью гули подкапывают человеческие кладбища и питаются из могил. Бытует мнение, что некогда эти создания сами были смертными и произошли от людей, которые стали поедать плоть себе подобных и со временем обрели столь отвратительный облик. Гули или упыри являются собой нечто среднее между человеком и собакой. Тела их сгорблены, морды вытянуты, на чешуйчатых лапах торчат острые когти. В темноте у них сверкают красные, налитые кровью глаза, а остроконечные уши, кажется, слышат каждый шорох. Нос же хоть и сплющен, но чует так же хорошо, как и у других обитателей земных недр. Неизменно копаясь в могилах, они производят впечатление самое отталкивающее. Все в налипших комьях земли, скапающие со слюнявой пасти кровью. Однако гули обитают не только на кладбищах, они также могут перемещаться между реальным миром и страной снов, используя магические туннели, расположенные глубоко под землей. Но что опаснее всего, они нападают на людей по ночам прямо в их домах. Особенно это касается тех, кто живет в старинных зданиях с подвалами, где часто устраивались колодцы и подземные ходы, которые будто бы ведут в никуда. Поднимаясь по ним, упыри иногда поднимают спящих в колыбелях детей, оставляют своих отвратительных отпрысков воспитываться у людей, а человеческих забирают взамен, чтобы научить их питаться мертвой плотью. Подземелья под зачарованным лесом населяют огромные гуги. Там они выстроили свой циклопический город, откуда на поверхность ведет лишь самое высокое строение – башня Кофа. Но гуги испытывают суеверный страх перед массивной каменной дверью с железным кольцом на ее вершине, а потому никогда не решаются открывать ее. Облик гугов поистине ужасен. Их тела, покрытые черной шерстью, достигают 6 метров в высоту, а мощные, почти в метр шириной лапы раздваиваются в предплечье. Но самое отвратительное – это их головы, покрытые черной щетиной и огромные, словно бочки, с парой красноватых глаз, торчащих из-под костистых наростов и рассеченных снизу доверху вертикальной пастью, полной хищных желтоватых клыков. Гуги безголосые, общаются при помощи жестов, а также обладают невероятно острым слухом. Благодаря этому они научились в полной темноте охотиться на мерзких гастов, которыми ограничивается их скудный рацион. Но и гасты, в свою очередь, охотятся на них ради пропитания, нападая стаями, пока те, наевшись, спят. Тела же убитых гугов, захороненные на кладбищах близ их исполинского города, становятся добычей гулей, которым достаточно одного гигантского трупа, чтобы питаться на протяжении целого года. Бесформенные, состоящие из черной пузырящейся протоплазмы с радужными переливами. Эти жуткие существа были созданы прибывшие миллионы лет назад на покрытую океаном землю расой старцев. Под их гипнотическим внушением шоготы были способны менять свою форму и объем, сжиматься в плотные 5-метровые шары или образовывать временные конечности и органы. Эти безвольные рабы обладали огромной силой и долгое время использовались на самых тяжелых работах при возведении циклопических городов звездоголовой расы. Но со временем шоготы развили в себе слабые зачатки разума, позволяющие им не просто исполнять приказы с удивительной быстротой, но и самовольно изменять тела и подражать мелодичным голосам хозяев. Размножавшиеся делением, шоготы становились все умнее и непокорнее. Они начали нападать на старцев и вынудили их развязать войну на истребление. При помощи особого оружия, вызывавшего нарушения на молекулярном уровне, старцы победили шоготов и подчинили их своей воле. Но покорность последних оказалась обманчива.
Чем больше в ходе истории деградировала и отступала цивилизация старцев, тем сильнее развивались и наступали шоготы. Со временем они стали способны не только противостоять прежним хозяевам с новой силой, но и вовсе занять их место. До сих пор в самом сердце Антарктики, где сохранились скованные вечными льдами города старцев, разносятся трубные завывания, подражающие голосам их исчезнувших жителей. Текалили, текалили. Старинная книга Некрономикон содержит столь опасные заклинания, что если их и следует произносить, то лишь приняв все предписанные для этого случая меры. Ибо если провести в этот мир создание столь могущественное, как Букшаш, это неминуемо навлечет беду. О горе тому, кто призовет душителя, не заключив его заранее в пентаграмму силы. Букшаш, он же приходящий во тьме, является собой студенистое существо, у которого все тело покрыто несметным множеством глаз и пастей. Глаза его видят без света и смотрят зловеще, с вожделением, а пасти постоянно раскрытые, но отвратительнее всего в них это склизкие хлюпающие губы, что присасывается ко всякому, кому не посчастливится оказаться поблизости. И что особенно мерзко, всюду оставляет липкий след, точно от огромного слизня. Но самая страшная способность этих губ – это смертельный поцелуй, при котором они высасывают из своей жертвы все, что есть у нее внутри. Собрат Йиб и слуга Йоксатота, этот душитель способен даже поднимать мертвых из могил, подчиняя их своей воле, однако и он не лишен слабостей. Единственное спасение от Букшаша – это свет. С его помощью можно заставить Великого Черного отступить, но только до тех пор, пока все вокруг не померкнет вновь. Вернуть же его в свое измерение можно лишь принеся ему жертву, и чем скорее это сделать, тем безопаснее. Иначе Букшаш наградит своим поцелуем ближайшего к себе, того, кто его призвал. Индейцы испокон веков, живущие в северных краях, знают о стихиях то, чего не дано знать ни одному белому человеку. Лишь по тайным, тщательно скрываемым каналам доходит до нас сведения о пришельцах из иных миров, что управляет природой на Земле. Одно из таких существ – Итакуа, повелитель белого безмолвия, бог, у которого нет тотемов. Он правит снегом и льдом, но увидеть его способны только те, кто ему поклоняется. Северные жители, пытаясь задобрить Итакуа, приносят в жертву собственных детей, ибо знают, что гнев снежной твари может обернуться еще более ужасной карой. Всякий же чужак, кому не посчастливится его встретить, умрет в муках от невыносимого холода. Из-за исполинских размеров и вечно сопровождающих его вихрей не каждый-то и определит, что перед ним сам Итакуа. Создание людской формы со светящимися глазами и перепончатыми лапами. Он проступает сквозь кружащийся снег, и в этот миг увидевший его успевает лишь осознать неминуемость своей смерти. Нередко он уносит их души сквозь множество стран и миров, чтобы положить к ногам своего повелителя Хастура Невыразимого, которому верно служит наряду с иными божествами своего ранга. Сам же Итакуа повелевает расами более низкими, которые поклоняются ему на своих планетах, подобно людям с тылых краев Земли. Ибо все твари, которым ведома губительная сила холода и которые не желают испытать на себе нестерпимых мук, трепещут в страхе перед повелителем белого безмолвия. Единственное спасение – это преклониться перед Итакуа и таким образом обрести защиту от ледяной стихии. Но что с тобой произойдет после? Никому не известно.